владелец строительной компании здесь, в Германии. Что бы я ни сделал, меня постоянно отправляли на урок. То каждый третий житель планеты. Контакта с аудиторией. Здесь Друзья, привет! Я Альбина, я блогер все еще. И сегодня я веду репортаж из Нюрнберга. Я нахожусь в атмосферном кафе Коконо. Сегодня здесь проходит очередная встреча BNB клуба. Это сообщество деловых русскоговорящих людей со всего мира. Это уникальная среда, где каждый растет быстрее. Здесь опытные предприниматели делятся решениями, реальными кейсами. А те, кто только строит свой путь, находят поддержку и идею, и партнеров. И сегодня в Нюрнберге проходит особенная бизнес-встреча с блогерами-миллионниками Евгением Осетровым, Димой Рикардо и Викторией Вайсельман. Девочки, она фитнес-инфлюенсер и основатель онлайн-проектов, посвященных тренировкам и здоровому телу. Так что, кто не хочет сидеть на пособии в Германии и хочет развиваться и вести активный образ жизни, вам сюда. И сейчас вступление от организаторов встречи. Коротко о себе. Я Андрей, партнер города Нюрнберг, владелец строительной компании здесь, в Германии. Да, и также называем один интересный факт о себе. Ну, я так дальше и не буду, так что все хорошо. В принципе, все. Так. Каждый участник встречи рассказал о себе, и каждый оказался яркой творческой личностью. Я была приглашена как гость резидента, и такую возможность действительно можно получить один раз. Все детали я оставлю под видео. Занимаюсь несколько направлений. давно заработал, может, потому что ребята привезли мне успех, не знаю, но почему-то стала работать в прошлой неделе. У меня своя школа маклера, приходите, если что, записывайтесь. Я учу продавать недвижимость, обычную для потребителя, и недвижимость, которую покупает как инвестиционную. То есть можете просто поучиться и уйти, или поучиться остаться в моей команде. Живу я в Германии 26 лет, резидент BNB. Еще резидент. Интересный факт обо мне. Я прошла на Сантьяго-Вейк 100 километров за 4 дня. Дорога Сантьяго-Вейк. И в прошлом году я не ела мяса и ничего такого интересного не ела. В общем, я думала, что когда ешь углеводы, ты толстеешь. Оказалось, что когда ешь одни углеводы, ты худеешь. Я похудела на 10 килограмм. Но... 2003 году уехал к супруге в город Анспах, это 40 километров отсюда. Я страховой, как это правильно назвать, маклер, то есть брокер, да, страховой брокер. У нас небольшой все еще стартап, мы обрабатываем дерево и делаем вот красивые изделия, и вот у нас здесь красивый продукт, но мы хотим его продвигать, и вот поэтому с этой целью сюда пришел. Факт про меня, я тоже очень люблю горы, и у меня, в общем, очень много разных хобби. Я начал свою компанию просто, чтобы иметь больше времени для себя. Для компании. Вот. Интересный факт про меня, я работала в следствии, я следователь. Вот, на линии наркотиков. А в Германии пришлось переквалифицировать. Спасибо. Добрый вечер или добрый день. Я Юлия, живу в Нюрнберге совместно с мужем. Его сейчас нет, сегодня не сможет быть. У нас фирма по оборудованию помещений итальянской мебелью. Это могут быть как и промышленные помещения, как это, или как приватные апартаменты, дома. У нас есть свой дизайнер интерьера. Мы поставляем под заказ все из Италии. Да, что еще? В Нюрнберге я провожу для BNB клуба и просто для себя игру «Мафия». Игру «Переговори меня, если сможешь» и «Кэшфлоу». Интересный факт. Неделю назад у меня кошка родила кота. Это последний помет. Я вообще заводчик официально бенгальских кошек, состою в клубе, все котята родословные, кому нужны, будут обращаться. Нестандартных мероприятий, организовываю большие конференции Pulse of Connection в городе Кобург и скоро будет в Нюрнберге. Интересный факт обо мне. Я люблю все нестандартное, не оригинальное и интересное.
Владимир, я целитель-гипнотерапевт. Работаю с подсознанием. Все? Интересный факт. Я вот думал, я не знаю, что сказать. Это уже интересно. Уже все. Всем спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Ася Тисин, я имидж-стилист, я не из Нюрнберга, я из Бремена, поэтому здесь я просто гость, но мне тема блогинга очень интересна, потому что я очень много и часто работаю с блогерами. С недавних пор я продвигаю свой бренд украшений, и в перспективе я бы хотела открыть свое пространство. И мне B&B очень интересно. Возможно, есть какие-то предложения, идеи, либо люди, которыми мне было бы интересно сотрудничать. А еще я ищу квартиру, кстати, в Нюрнберге. Если кто-то ее знает, воспользуюсь моментом. Ну, интересный факт. Я 3 года в Германии. Я мечтала о Германии 30 лет, я поздний переселенец. Через полгода открыла ИП, чем повергла в шок всех своих родственников. Потому что они все боятся ИП, как чумы. Вот, все, наверное. Пока не расширились, дальше не продолжаем. Блогер на охрану, если что. Нет. Все. Представляете, уже представляется. А он тоже не будет выступать. Я не блогер, я мужик, я в Германии живу уже больше 12 лет. У меня своя компания с 2008 года. То есть из интересных фактов я люблю кушать суши. Вам слово, ребята. Мы пришли все для вас. Давайте Давайте тогда девушки вместе. Или кто еще? Не выступаем. Правильно, все, начинаем. Поэтому, если вдруг вы захотите у него заказывать что-то, я буду только рад. Я представлюсь. Меня зовут Дмитрий Марченко. Я приехал из Харькова, здесь живу в Кёльне уже 4-й год, получается. Я инженер-электромеханик по образованию, по призванию продавец. Продажа — это моя мания, наверное, если так можно назвать. Я с 16 лет в торговле. Это любимая часть моей жизни, наверное. Интересные факты обо мне, коль тут по инструкции все уже сделали. Я думаю, если я расскажу просто один, это будет не так интересно, поэтому я расскажу 3, и вы скажете, какой из них правдивый. Значит, первый, я создавал машину времени. Второе, я был соучредителем водородного проекта, который мог изменить историю человечества. Третье, у меня 2 дочки. Все. Правильно. Я переехал в Германию, пытался пойти по уже протоптанному пути, и к нему пришел результат. Причем, может быть, даже какой-то баснословный. Что делает человек, который это узнает? Он берет рекламу блогера. Ну, это очень скользкая дорожка, потому что каждый блогер имеет свою аудиторию. Каждый блогер имеет свою подачу. И не каждый блогер умеет продавать, а он и не должен уметь продавать. Вот что самое интересное. Продавать должен отдел продаж. Искать блогера должен отдел маркетинга. А мы живем в мире, где заказчик напрямую обращается к блогеру и видит его аудиторию, например, посмотреть на аудиторию. Так вот, это просто цифры. Потому что немцы странные, но сегодня я офигел, потому что я правда офигел от этой ситуации. И думаю, так, это будет она, и мне нужен второй персонаж. Ну, наверное, это буду я. Но так как она вещает отсюда, то я снимался вот так. Но там был полный рост, люди в полный рост. Так родились фрау Шилленко и хер Марченко. И за вечер это видео набрало 30 000 просмотров. Мне звонит мой лучший друг с Кипра и говорит: ты видел, что у тебя там? А ты видел, что у меня там? Говорит, 30 000 просмотров. Я говорю, да. Он говорит, а прикинь, мы сейчас заснем по отдельности, а утром просыпаемся, все так же по отдельности, и там 100 000 просмотров. Я говорю,
ладно, давай засыпать. И мы заснули. Я просыпаюсь, и там... И так я познакомился со своим другом поближе. А там 100 тысяч просмотров у видео. И я такой... Не могу дозвониться к своему другу, я ему голосовые записываю, говорю: Саша, там 100 тысяч просмотров. А что делать с этими 100 тысячами просмотров? И я хожу и обновляю каждую секунду. Ай, вы не поверите, каждую секунду на меня подписываются люди. Каждую секунду лайки, комментарии там и все остальное. Репосты. Звезды какие-то лайки ставят. И я в шоке вообще нахожусь, что происходит. Я проверил несколько раз, не сплю ли я. Отсюда у меня и синяки на руке до сих пор остались. И я где-то вот так вот 2 часа метался туда-сюда, думал, что происходит. И тут мне Саша отвечает, говорит: ты видел, что у тебя там? Я говорю: да, 100 тысяч просмотров. Он говорит: 300. Я говорю: ну, тракториста. А у меня 300 тысяч просмотров реально на этот момент уже. И я думаю, блин, надо делать следующее видео. Я записываю следующее видео. Записываю, думаю, что записывать-то. Следующее, тут она мне пришла, идею подала, а что мне сочинять-то сейчас. И я думаю, так, вспоминать самые смешные истории в твоей жизни в Германии. И слезинка такая про смешные истории в Германии. Ладно, надо пойти... душ принять, что ли, может, идея в душе какая-то придет. Я смотрю на умывальник и вспоминаю поговорку: только покойник не сыт в рукомойник. Я понимаю, что это можно применить в новой серии. Как будто бы для того, чтобы экономить воду, немцы писают в умывальник, потому что там можно смыть маленьким напором. Вот. Да. Я запускаю это видео, а то уже первое к 500, там ты, а я уже... Я маме позвоню, говорю: мам, не поверишь. Она мне не поверила. Второй видеоролик залетает на 300 тысяч просмотров. Тоже за ночь что-то там. И все мне пишут, и первый хейт у меня начался. После первого видео мне сказали, это как глоток свежего воздуха в немецком блогинге. А на второй день мне сказали, что ты пошел уже куда-то не туда. И я думаю, ну ладно, что, надо третьего, как работает алгоритм. И я решил, что я буду теперь заниматься только этим. И с тех пор у моих серий уже больше сотни, наверное, вышло. И 120 миллионов просмотров у меня уже за полгода. И 70 миллионов уникальных зрителей. Если вы видели мое презентационное видео к сегодняшнему вечеру, то каждый третий житель планеты Земля, который говорит на русском языке, хотя бы раз в жизни видел мои видосики. Спасибо. Это если говорить о себе, что я должен был сказать сам. Он меняется, когда больше, когда меньше. Когда плохие видео делают, меньше, хорошие больше. Меня зовут Евгений Осетров. Я в Германии... Я в Германии уже 6 лет. Я приехал из России, занимался здесь где-то кукурузоперевозками. Приехал в Германию, и во время короны я начал изучать ТикТок. У меня было 4 аккаунта в ТикТоке. Все закрывал из-за хейтов, потому что я постоянно делал разные эксперименты. Смотрел, что работает, что не работает, что людям интересно смотреть. И потом уже последний свой аккаунт я открыл, и сейчас вспомню, что я вообще вам хотел сказать. Секунду, у меня я же тебе вчера всю информацию написал. Подожди. Какое бы я ни сделал, меня постоянно отправляли на родину. Тогда, да, что бы я ни сказал, постоянно меня пытались отправить домой. И я тогда очень плохо воспринимал критику, очень плохо воспринимал хейт. Мне было тяжело. Да, я потом это уже прорабатывал с психологом. Я разобрался, откуда идет хейт, понял всю ее природу.
Поздно вечером, уставший, открывает ТикТок, а там ты. И ему всю эту энергию нужно на кого-то сбросить. Ибо его психика просто не выдержит. Всю эту природу хейта я понял, и я его полюбил, потому что если есть хейт, значит ты вызываешь ему. И думаю, мне не нравится та озвучка, которую я делал, я просто наложил озвучку свою, так как люди на это отреагируют. Да, пускай уже все. Отправляю, утром встаю, плюс 30 тысяч подписчиков. Что сработало? Ничего понять не могу. Как? Почему 30 тысяч? Я захожу в комментарии, и я начинаю изучать свою аудиторию, чтобы понять, что мне для них делать дальше. Я читаю комментарии и вижу, это было интересно, это было полезно. С этого видео люди получили пользу. Но часто кто-то что-то теряет в раковине, как это достать. Начали вспоминать фиксиков, да мы фиксиков все осмотрели, это дело не в фиксиках. Я смотрю дальше, читаю сегодня, за какие мемы мы будем шарить. Это тоже все идет от подростков. И я понял, что нужно снимать именно для них, потому что они разгоняют все видео. Все, что ты снимаешь, если ты попал в эту целевую аудиторию, они его разгоняют, и самое интересное. Так и вышло. У меня цель заработка была в другом, у меня не было цели там рекламу делать или еще что-то. Я получал с ТикТока, в месяц у меня выходило по 5-6 чистыми только из ТикТока. Здравствуй. На моменте струк. Пошел ты! Котята! И приходится нам всем конкурировать с котятами. С милыми кошечками, с тупым юмором, потому что это все отнимает огромное количество внимания. Забирать там видео с котенком, он набирает 5, 10, 15 миллионов лайков. Тебе с этим котенком как-то нужно конкурировать. Что ты можешь предложить, чтобы завоевать внимание этих зрителей? Вот что ты можешь предложить. Первое. Настроение твоего видео. Что люди любят? Люди любят. А? Срач. Срач это вообще другая категория контента, и это, скорее всего, больше контент ради контента. Ты с него ничего, со срача ты ничего вообще там. Люди любят трэш. Трэш? Давай послушаем. Пусть он скажет, Вообще а да. потом. Трэш-блогеры же тоже есть. Но трэш-блогеры, они потому трэш-блогеры, что больше им нечего показать. Это их вся суть. Они считают себя скучными, неинтересными, поэтому они исполняют трэш-век. Веселые истории, трэш-истории. Когда ты рассказываешь истории, то внимание удерживается. Очень большое удержание внимания, когда есть какая-то история. Лучше, конечно, если это не просто говорящая голова, а если ты еще это как-то покажешь, как-то это обыграешь. У сценариев роликов есть правило 3 секунд. Первое – это хук, это привлечь, зацепить, успеть зацепить зрителя в первые 3 секунды. Если ты этого не сделал, он тебя свайпнул. Сразу же в самом начале видео нужно дать понять своему зрителю, почему он должен остановиться и почему он должен досмотреть до конца твое видео. 3 секунды должен длиться каждый кадр, потому что мы живем в мире СДВГшников, говорящей головой очень сложно, опять же, удержать внимание, и поэтому что-то нужно делать, менять кадр, размер. Есть правило 3 секунд, каждые 3 секунды ты должен менять кадр. Взять блогера Арину Рыкову, наверное, ее все знают. У нее кадр просто по 1 секунду, действительно просто у тебя вот так вот все. Ты пролистнуть никак не можешь. В твоем сценарии всегда должен быть вопрос у зрителя, что будет дальше. Когда тебя смотрят, у него должен быть вопрос, что будет дальше и чем все закончится. Есть люди, которые часто люди пишут сценарии так, как пишут и все, в принципе. А после. Если делать часто, ты будешь чаще выходить в рекомендации. Это работает. Если ты будешь делать реже,
алгоритмы тебя будут постоянно терять и постоянно будут прощупывать твою аудиторию, но начнут щупать со старой аудиторией, которая тебя уже отвыкла. И они такие: ой, лапка этот, и все. У меня уже там другие блогеры, что-то он меня уже не впечатляет. Они отвыкают от тебя. Найти не просто каких-то блогеров-миллионников, а найти какого-нибудь, Дим, типа 50-60 тысяч. Ты его находишь, смотришь такое видео, я разрешил тебе раздеваться над собой сейчас. Я сейчас сяду. Поехали. Полная свобода. Вечер превращается в прожарку. Да. Я при чем вообще? Какую-то тему. Есть какой-то бизнес, например, возьмем какую-нибудь косметологию берем. Мы ищем косметолога где-нибудь в Инстаграме или на Ютубе с небольшим количеством подписчиков и находим самое залетевшее у него видео. Самое. 1, 2, 5 миллионов, даже можно 500 тысяч, но чем больше просмотров, тем сильнее залетит и у тебя это видео. Ты берешь только его тему, только тему. Не надо слово в слово. Захейтят, и доверия к тебе вообще никакого не будет. Только берешь эту тему и рассказываешь так, как ты это можешь, то есть со своей подачей. Залетает всегда. Абсолютно. То есть эта тема, значит, она интересна всем, и ты с ней можешь выстрелить. Ты можешь взять несколько вот таких тем, хорошо с нее выстрелить, набрать себе подписчиков, и уже заработать себе медийное лицо. Это ремонт. И он переводит на том языке, который тебе нужен. И если ты делаешь ролик на русском языке, то он и будет идти по тем регионам, где есть русский язык. А так люди, в принципе, сейчас нормально к этому относятся. Но еще не так хорошо это используют. Пока еще Если я напишу на русском профиле, я найду на русском, но я хочу, чтобы в Германии. Тогда нужно постоянно добавлять какие-то немецкие темы. Говорить как ла-ла-ла-ла в Германии, ла-ла-ла-ла в Германии, хэштег Германия. И тогда больше будет здесь. Я этого не делал. Все мои просмотры где угодно, только не здесь. Вообще есть лайфхак. Если вы хоть раз снимете видео про то, как вы сдаете бутылки, да. Нет, здесь просто одна черная сторона. Если ты накручиваешь просмотры, закручиваешь подписчиков, это тебя просто блокируют сразу. Сегодня так. Сегодня алгоритмы настроены так, чтобы это замечать и не допускать. Они не нужны. И даже больше того скажу, просмотры могут падать очень сильно, если у тебя, например, сидят подписчики в Инстаграме, в ТикТоке, больше в Инстаграме. У тебя, например, 200 тысяч подписчиков. Ты выкладываешь видео, а они это видео не смотрят. И это очень плохо. У тебя просмотры начинают падать. Они перестают показываться даже другим людям, потому что твои не смотрят. Это бывает, когда ты резко меняешь тему в блоге, начинаешь снимать другую тему, и тебя свои же перестают смотреть, и у тебя сильно падает охват. А накручивать это сразу нет, это все. Оно даже не нужно. Для чего? Чтобы что? Обмануть рекламу. 7 лет опыта персонального тренера. Но настоящий прорыв произошел, когда я начала использовать активно воронки продаж и, в принципе, контент для продаж. Я раньше делала такую типичную ошибку, как и многие бизнесы или то те, кто просто продает свои услуги или продукты. Я использовала сайты, использовала блогеров, но делала что-то очень бездумно, просто сливала свой бюджет. Я использовала также бездумно таргеты, даже раздавала визитки. И как бы выхлоп был, естественно, минимальный. И оказалось, что проблема не в моем продукте, а в том, что мир изменился, а способ моих продаж не изменился. Как вообще контакта с аудиторией?
Здесь у меня есть ролик, который залетел на 5,4 миллиона. Привел мне 60 тысяч подписчиков. Один ролик. Мне еще очень нравится статистика Инстаграма. Время просмотра. 2 года, 226 дней, 2 часа, 27 минут. В принципе, довольно неплохо. Итак, друзья, мы отлично провели время в дружеской атмосфере, пообщались, послушали советы блогеров, обменялись опытом и поужинали. Это удивительно находить в Германии людей, которые говорят с тобой на одном языке и хотят развиваться. И, честно говоря, такие мероприятия дают огромный заряд мотивации. Когда ты видишь людей, которые не боятся двигаться вперед, пробуют новое, создают проекты и делятся своим опытом, это вдохновляет и напоминает, что все возможно.